наша дорога зовет. Каждый пейзаж за собой унесет. С высоты птичьего взгляда видна вся наша жизнь, и она так полна. Кажется, знаем, зачем мы живем. В каждом рассвете мы знаки найдем. Наметим дороги, что вдаль уведут, и новые виды нас там подождут. Всем доброе утро. Мы отдохнули пару ночей в Венгрии. Вчера мы купались в Балатоне, потом гуляли по городу Хевис, кушали на Винной горе. День прошел просто великолепно. С новыми силами мы продолжаем путь дальше. Сегодня мы поедем в Италию, но через Австрию. Вот. Там у нас есть интересный объект, на который мы хотим заехать, посмотреть. И потом только уже через север Италии заедем в Италию, сразу в горную местность. Так что смотрите дальше, будет интересно. Смотрите, сейчас мы находимся в Венгрии. Вот Золокорош, маленький город. Это маленький курортный город с термальными водами. Да? К этой теме я вернусь немножечко попозже. Мы находимся, вот у нас рядом получается Киш-Балатон, это заповедная зона, где нет пляжей, да, там только птички и рыбки. А сам Балатон вот находится правее от нас, ну так просто для ориентира, где мы находимся, да, Будапешт вот аж тут справа, Балатон вот он идет. И мы ездили с собачкой, плавали где-то вот здесь. Балатон-Берень, Балатон-Мария-Фюрдё, где-то вот здесь мы плавали. Кушать мы ездили. Здесь есть вот такой еще городок Хевис. Это тоже курортный городок. Здесь не купальня, а здесь прямо термальное озеро есть, да? Ну, к этой теме тоже могу вернуться отдельно. И кушали мы вот здесь где-то на горе. Здесь Винная гора красивая. Вот так могу показать этот городочек. Он вообще малюсенький. Малюсенький курортный город. Его считают вообще таким городом для пенсионеров, потому что в термальные воды приезжают плавать пенсионеры, у которых болят суставы, да, он такой очень хороший в плане, если артритные какие-то болезни или восстановление каких-то послеоперационные, да. Вот, но сегодня речь у нас не про Хевис и не про Балатон. Сегодня у нас в планах проехать, нам Google посчитал, практически 500 километров, потому что мы поедем через Австрию в Италию. Вот у нас сюда будет путь. 6,5 часов нам Google посчитал ехать. Мы собираемся остановиться в горах в Италии. Вот видите, как будем подниматься таким зигзагом. Вот, там у нас уже забронирована гостиница на одну ночь. И ехать мы будем через Австрию, потому что очень хочется заехать вот в это уникальное место. Это Австрия, юг Австрии. Здесь есть Пирамиденкогель. Это такая башня, с которой видно 3 страны. Австрия, Италия и Словения. Представляете? Очень хочется посетить ее, там погулять немножечко. И потом продолжим путь уже в Италию. Заедем мы, получается, сразу в горы. Это север Италии. И там уже останавливаемся на ночевку. Вот. И это сегодня нужно нам проделать за один день. Нас ждет новый мир за поворот. Не знаем, что там, но сердце зовет. Картинки меняются, время идет, а взгляд не устанет смотреть и идти вперед. Кажется, знаем, зачем мы живем. В каждом рассвете мы знаки найдем. Наметим дороги, что вдаль уведут, и новые виды нас там подождут. Города и дороги, мосты и поля, все эти картины храним мы, друзья. И каждый момент
дальше и будет так. Жизнь — это путь, и в пути наш знак. В новых пейзажах узнаем себя, и эта дорога навечно моя. Здесь у них кафешка на берегу, пляжик. Свой курорт у них тут. А нам к башенке надо налево. Так. Здесь для собак пакетики даже есть, смотри. Для собак пакетики. Да, я просто к тому, что может и с собакой поднимемся. Что здесь про нее? Это все запчасти этой башни перечислены, да? Так строилось. Кольца, палочки, трубочки. Из говна и палок. Примерно так. Собака одуревшая. Нет, мы не будем камни. Смотрите, как интересно. Архитекторы использовали фигуру человека для создания дизайна этой башни. И башня, получается, закручена вокруг своей оси, как вращающаяся балерина. Вот, ну и тут чертежи, как это было рассчитано, чтобы она была устойчивой, да? Очень интересно. О, здесь тенечек. Ну вот, то есть, да, там горка внутри, по которой можно спуститься вниз на попе. Вот. Потом попой можно камин разжечь. Да, потом можно здесь купить мороженое и приложить к заднице. Будет очень даже ничего. Ну что, пойду посмотрю, сколько стоит это все дело. Смотрите, у этой башни есть свой официальный сайт. Тут можно почитать общую информацию о том вообще, что это такое, с чем это едят. Здесь есть стоимость этого развлечения, то есть на башню попасть, просто сходить на нее, посетить 17 евро для взрослого, ну и для детей тут есть, да, всякие скидки. Но если вы хотите вниз с башни спуститься не на лифте или не ножками, то есть вариант спуститься по горке. Горка 120 метров. Для тех, кто не владеет английским языком, я коротко просто расскажу. 120 метров вниз вы будете лететь вот на такой вот подстилочке, да. Спуск стоит 5 евро. Этот билетик нужно покупать как бы отдельно. То есть есть плата за посещение башни, а есть плата еще за спуск с башни, если вы не хотите на лифте спускаться, а вот так. Да, и второй вариант тоже прикольный, да, Fly 100 называется вот такая вот штука. Вы будете с 70 метров высоты, да, спускаться где-то 100 метров длиной, такой трос, вы будете на этом тросе лететь, да, как обезьянка. Вот, для тех, кто любит такие развлечения, вот можете поизучать это на сайте, я линк оставлю в описании фильма. Послушайте, как дети визжат, спускаясь по этой горке вниз. Капец, какой визг. Ich glaube bis 10 Ja, ich glaube, das ist ein Verrücktschalt, das geht nicht. Ja, 10 geht. Also Hauptplattform 10 Jahre. Genau. So. Na gut. Entschuldigung. Schau hoch genug. Und du rutschst schon jetzt. Ah,
Die wollen nicht rutschen. Nein. So, recht. Ja, das ist schon schnell. Okay. Сбоку от меня женщина спустилась на пол и держалась руками за поручни, прям сползла по стене и закрыла глаза. Вот я не стала ее снимать, но я все время на нее оборачивалась, вдруг ей нужна помощь. Und die Schreie, wenn die da rutschen. Geht hier rum in den Fahrstuhl. Oh, ist echt hoch. Digga, von mir aussieht. Kann ich waschen. So was wäre das. So, Nimm jetzt noch mal haben wir schnell. da. You need help? Okay? Na. No? Everything okay? Happy? Ja, ja. Yeah. Slow. Я посмотрела, что лифт едет до 10 этажа, а всего здесь 12 этажей. На 12 этаж можно попасть уже дальше только пешком, лифт туда не идет. Вернее, его запускают туда только в случае, если появляются люди с ограниченными возможностями. Вот. А площадки на всех вот этих 3 этажах, 10, 11 и 12, очень удобны для того, чтобы по ним прогуливаться, достаточно места. И я узнала также на кассе, что можно с собаками туда идти, но только в наморднике. Да? То есть я позвонила Юре, сказала, что может подниматься, то есть я была как разведчик такой, можно ли подниматься с собакой, насколько тут удобные условия, чтобы с такой крупной собакой ходить. Now it's okay. Ну, так как лифт поднимается до 10 этажа, следующие этажи нужно идти по вот такой лесенке. Идти немного, лестница железная, но она вполне комфортная. Это вот 11 этаж, на нем, кстати, меньше всего людей, свободно, комфортно. И здесь хороший тенек, если очень жарко. Здесь можно посидеть, слева лавочка. Такое красивое место. Здесь меньше всего людей на этом этаже, между 10 и 12. И я поднимаюсь еще дальше. А пока они поднимаются, я вам покажу, что отсюда видно, и немножко расскажу. Вот эти горы, это Словения, видно отсюда. Да, то есть это граница Австрии и Словении как раз получается. Ну, а если вот я сейчас смотрю на восток, получается, с башни, это озеро Вёртерзе, австрийское озеро, курортное место, красивое очень. Дальше, если мы поворачиваемся в северную сторону, то мы разглядываем австрийские горы. Да? Там чуть левее уже начинаются сами Альпы. Если мы продолжаем поворачивать наш взгляд влево, на запад, перед нами открывается все больше картинка в сторону Альпийских гор австрийских. И если мы продолжаем еще крутиться дальше в левую сторону, на юго-запад мы смотрим сейчас, там уже открываются нам горы Италии и опять Словения. Вот так вот оно все рядышком тут. Мы едем дальше, дорога зовет. У нас собака Каждый наверху. с собой. Еще один этаж. С высоты птичьего взгляда видна вся наша жизнь, и она так полна. Кажется, знаем, зачем мы живем. В каждом рассвете мы знаки найдем. Наметим дороги, что вдаль уведут. Здесь прохладненько. Где моя хорошая?
Да, там в горах снег есть. Представляешь? Собака. Потом поедем. Ты на эмоциях все. Где-то там вот так мы потом поедем туда. Так, дети спустились? Пойдем. Сверху посмотреть. Я тут, моя хорошая. Даже не скулит и не лает. Это не пугайтесь, это там фотоаппарат стоит, и вот так фотографируется. Туда подходишь, нажимаешь на кнопку, А потом он можно фотоет, купить внизу. а потом вниз спускаешься, да, и берешь фотографию. То есть там вон кнопка, красный поинт, становишься и делаешь фотку. Но мы и сами можем сделать. Красиво. Очень красиво. Ладно, яхтика. Нет, мы пока куда? сюда не идем. Вот сюда встаньте. Сейчас сфотаем. Кажется, знаем, зачем мы живем. В каждом рассвете мы знаки найдем. Наметим дороги, что вдаль уведут. И новые виды нас там подождут. Собака устала. Собаке не страшно так высоко. А там внизу какой красивый мысик такой. На нем церквушечка. И там в воде что-то такое светлое. Вон там. Светлая? Ну что-то посветлее. Вот там, наверное, мель. И там тут такие пятнышки светлые местами. Да. Там тоже. Это более мелкие какие-то места. Пойдем, иди сюда. Нас ждет новый мир за поворот. Не знаем, что там, но сердце зовет. Картинки меняются, время идет. А взгляд не устанет смотреть и идти вперед. Кажется, знаем, зачем мы живем. В каждом рассвете мы знаки найдем. Наметим дороги, что вдаль Привет, уведут. Хунта. И новые виды нас там Все только и говорят про хунты. Показать, какая она сверху. Вот такая она. Хочу снять вниз. Ой. и будет так. Жизнь это путь, и в пути наш знак. Она за мной хочет. В новых пейзажах узнаем себя. И эта дорога навечно моя. Эта башня стоит на высоте 851 метр над уровнем моря, и сама высота башни составляет 100 метров. Подняться на нее можно либо по ступенечкам, всего лишь 441 ступенька, либо на лифте 24 секунды, и вы на 10 этаже.
Башня считается самой высокой смотровой деревянной башней в мире. И вот здесь я не совсем понимаю, потому что, да, действительно, в строительстве башни использовано 500 тонн дерева, но также в ее строительстве использовано 300 тонн стали. То есть, ну, не совсем-то она и деревянная, как бы получается, да? Ну, вот так. Почему-то все-таки ее считают самой высокой деревянной башней в мире. Я вам эту информацию рассказала, поэтому что хотите, то и думайте. Das reicht nicht? Das reicht nicht? Ja, und jetzt die Stadt А я стою наверху, жду лифт. Думала, что вы уехали. Так. Собака устала. Это ощущение не понимаешь, что куда-то земля уходит. Для собаки это неестественно, непонятно. Для человека это ошибка естественно. Другая собака. Все, собака прокатилась. Опа, смотрите, что я тут увидела. Чашечки именно такие, как я собираю. Вот прямо 2 я и возьму. Damit es nicht verloren geht. Schau mal weiter, ob wir noch was sehen. Здесь еще были вот такие маленькие чашечки, как я собираю, керамические, с именами, с разными именами. Но не нашлось ни моего, ни Юриного имени, поэтому я не стала покупать. А вообще, конечно, по остальным параметрам они подошли бы в мою коллекцию, да? I'm sorry? Ага. Спустились с башни. Ну, попей водички, не? Не хочешь? Да, она попила там у меня. Ей жарко, так она бегом аж в машину и ждет, когда кондиционер включит. Да? Лежа. Лежа пьет. Ты, боже мой. Ага. Хочу снять, где мы были. Против солнца? Ну, вон там высоко. Пей, пей, пей водичку. Нелогично. Так вот надпись. Ага. Открывать снизу. Все наоборот. Нам пора спешить, потому что у нас впереди еще не маленький путь. Нам нужно успеть до того, как стемнеет, приехать в наше место ночевки в горах в Италии, потому что именно последняя часть пути будет проходить именно в горах, поэтому хотелось бы доехать, пока светло. Вот. Мы не знаем, насколько будет сложный этот путь, мы не знаем, как там будет, что, в общем, постарались выехать сразу же, как только посмотрели башню, не задерживаясь, продолжили наш путь. Кого-то приводит в чувство. На той вышке он улетел. Ой-ой-ой. Он, наверное, траву стриг. Да, конечно. Лицом. Коленку девки залепливают. Она стригла траву. Там 2 ТВшки, они катались. Ну, наверное, катались. Я- Ну, девчонка сидит, улыбается и коленку залепливают. А вторая ТВ кверх колесами лежит. Ну Этим да. не стригут, кажется. Это эти мягкие. А, это просто катались. Мягкие, да. Ну, докатались. В канаве лежал. Ты на дорогу смотри. Это я могу снимать. Ну, по твоей логике, мне ни в зеркала никуда нельзя посмотреть. Нет, только на дорогу. Какая треугольная гора там. Прям треугольничком. В
юбках и розовых труселях. Не ругайся. Вон какой берег красивый. А, на той башне мы были, ее отсюда издалека видно. О, какое красивое здание. Интересно, там дожди в горах? Там прямо тучей закрыло всю гору. Горы в облаках. Вообще. То ли дождь, то ли это облака, непонятно. Да. Все просто. Могу сейчас сделать заново, и так, чтобы гору видно было и тебя. Ну, Ты красиво кушаешь на фоне гор. Посмотришься. Мы едем сквозь горы, сквозь дождь и туман. С каждым поворотом открывается новый план. Сердце радуется каждому мигу пути. Хочется дальше все дороги пройти. Там вон облака. Впереди дорога, ты видишь? Там не просто дождь, там облако. Ну, в общем, в облако. он прямо в дождь едет. Прямо в В самом смысле, он еще на землю не упал, но в него въедет. Ему не нужно падать на землю, мы в него сами въедем. Ужас. Там, оказывается, он впереди горы, их просто плохо видно за дождем. Дороги пройти. Дорога витая ведет нас вперед. Капли дождя тихо стучат за окном. Смех и разговоры сквозь облака. И каждый миг мы чувствуем вдвоем. Мы едем сквозь горы, сквозь дождь и туман. С каждым поворотом открывается новый план. Сердце радуется каждому мигу пути. Хочется дальше все дороги пройти. Неизвестность зовет, а мы ей рады. Ветер играет и гонит облака рядом. Каждый новый вид открывает глаза. И хочется ехать еще, хочется